Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Баран выходит из дома и подходит к Дилан и леди Кадер. Леди Кадер уходит оттуда и спрашивает барана Дилана, почему она плачет. Баран хватает Дилана за подбородок и поднимает голову. Дилан говорит, что в этом нет ничего важного, но баран настаивает. Дилан Кадер уходит туда в оправдание того, что мисс Кадер ждет ее. Во время разговора по телефону Кадер говорит, что дело о разводе Дилана и барана будет через 3 дня, и Дилан очень расстроен. Баран возвращается в свой кабинет, но очень неподвижен и плачет. Керим спрашивает, почему они не отказались от развода перед отъездом. Баран говорит, что Дилан хочет этого. Керим говорит, что Дилану тоже грустно, и уходит. Дилан смотрит в зеркало и пытается убедить себя, что это правильно, разговаривая сама с собой. В это время приходит леди Кадер, и Дилан говорит ей, что с ней все в порядке. Кадер Ханем говорит ему, что баран думает так же. Сидя в дождевой комнате, он думает о том, что сказал Чеврии, ускользает, берет телефон со стола и возвращается в свою комнату. Он звонит кому-то по телефону, но понимает, что это не тот человек, и вешает трубку. Гуль звонит Ферату, но она не может до него дозвониться, затем приходит дама Кадер. Он дает Гулю кошелек с деньгами. Роуз спрашивает мать, где она их взяла. Кадер Ханем говорит, что это деньги, которые она сэкономила. Приходит Джеврии и не может найти свой телефон, но когда звонит телефон Джевдета, они понимают, что Егмур пытается позвонить своей матери с телефона Джеврии. Они идут в комнату Егмура и берут трубку, а Егмур идет к своей кровати и поворачивается к ним спиной. Пока Дилан убирается, входит баран и спрашивает, что он делает. Дилан убирается, но Бэрон не верит в это. Дилан говорит, что это вот-вот закончится. Баран говорит, что вы устали, и просит его уйти, но Дилан настаивает на этом. Дилан говорит барану идти, и он придет и закончит свою работу, но баран берет его за руку, вытаскивает из комнаты и говорит, что не будет этого делать. Дилан всегда говорит, почему он должен иметь то, что хочет. Баран, с другой стороны, говорит, что никогда не бывает так, как я говорю, но уборка занимает час. Пока баран выходит за водой, Дилан кладет руку ему на грудь, и они смотрят друг на друга в поисках стакана воды. Затем Дилан говорит, что я принесу, и выходит из комнаты. Гуль звонит Ферату, но до сих пор не может до него дозвониться. Пока мать Джеврии и Джевдет обсуждают, что делать с едой, которую Егмур приготовила для ее матери, Егмур выходит из своей комнаты и понимает, что они не отправляли еду ее матери. Потом он говорит, почему ты не отправил меня в Чеврии, почему ты разлучаешь меня с моей матерью. Дилан и баран погружены в свои кровати, размышляя о своих воспоминаниях, и время от времени переглядываются. Они оба думают о том, является ли развод правильным решением. Дилан говорит спокойной ночи, и баран отвечает, и они ложатся спать грустными. Утром, пока Дилан убирается, приходит баран и говорит «доброе утро», и Дилан отвечает. Никто из них не спал по ночам. Дилан спрашивает барана, куда он идет, и баран говорит, что уделит себе немного времени и прогуляется. Дилан также говорит, что это хорошая идея. Бэрон звонит ей, и во время разговора о том, что они могут сделать вместе, ее голос прерывается из-за выражения лица Дилана. Дилан отклоняет предложение, и баран уходит. Сена говорит с матерью о своих долгах. Во время пробежки с бараном Джиханом он спрашивает Джихана о Сене и ее матери в конце пробежки. Джихан говорит, что все идет хорошо. В это время Дилан смотрит на них с балкона, и баран замечает, они какое-то время смотрят на них. Звонит дверной звонок, и леди Кадер подходит к Дилану. Леди Кадер снова начинает говорить с Диланом о баране. Дилан говорит, что это лучшее для него. Джихан говорит барану, что расстроен разводом с Диланом.
Он говорит, что очевидно, что они оба очень расстроены, и говорит, что было бы хорошо пойти и поговорить с Диланом. Приходит дама Азади и снова что-то спрашивает о даче. Баран говорит, что обо всем позаботится. Баран идет в кабинет и достает из шкафа коробку, в которой лежит кольцо, которое ему подарила Дилан. Леди Кадер говорит, что Баран намеренно бросит цветы, которые она купила для Дилана, но Дилан возражает и говорит, что высушит их и сохранит, после чего приходит Баран. Джихан звонит Кериму и спрашивает, можно ли отложить развод. Он говорит, что попробует что-нибудь в Кершме, и они прощаются. Госпожа Азади разговаривает сама с собой о Баране и Джихане, а затем к ней приходит Хасан Бей. Хасан говорит, что Джихан отправлял деньги в клинику со своего счета, и Баран это одобрил. Леди Азади очень злится и начинает строить для них планы. Дилан видит, что Баран носит кольцо, которое он ей купил, и говорит, что оно ей идет. Баран садится рядом с Диланом и говорит ему, что у него есть дар. Дилан открывает коробку, подаренную Бараном, и в коробке есть пряжка. Дилану это нравится, и Баран берет шпильку и говорит, что она очень подходит к волосам Дилана. Дилан говорит, что он ему очень понравился, когда он его увидел, а Баран говорит, что он уже разработал его для него. Затем Дилан говорит, что признается в чем-то, держит Барана за руку и говорит, что на самом деле она купила кольцо в подарок, потому что оно понравилось Барану. Баран говорит, почему ты не сказал этого раньше, почему человек скрывает то, что у него на сердце. Как только Дилан собирался говорить, звонит телефон, и Керим говорит, что хочет кое-что обсудить. Баран выходит переодеться, а Дилан смотрит на себя в зеркало. Затем она достает из ящика стола ожерелье, которое Баран купил для нее, и надевает его. Чеврии и мать Джевдета говорят о том, что они сделают для Ягмура. Баран видит, что Керим идет, Керим говорит, что расскажет Дилану, когда тот придет, и пытается уговорить Барана взять отпуск. В это время Дилан стучит в дверь, и Керим начинает рассказывать. Керим извиняется перед ними обоими и спрашивает, не хотят ли они отложить это, говоря, что в день развода у него есть работа. В то время как Баран думает, что, возможно, у нас есть шанс, Дилан не хочет, чтобы его задерживали, и Баран разочарован. Сидя на пляже, у Ферата звонит телефон, но он не берет трубку. В это время к ней подходит Дирья, и Ферат спрашивает, как она его нашла. Ферат говорит, что сейчас он хочет, чтобы Дирье и его отец упали с его шеи. Дирья спрашивает Ферата, со мной ты или нет. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.